Россия! 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 Давай, Россия, давай, 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 красиво, давай. Ребят, так весело, я не знаю. Вот полное ощущение праздника. Люди какие-то нарядные, с флагами, сомбреро, на мотоциклах. В общем, чего-то столько нет. Правда, я, конечно, не фанат футбола, не понимаю многое в нем, но у меня тоже ощущение полного праздника. Как ты? Можно улыбаться, да? Да, нужно. В общем, круто. Здесь все перекрыто, ребят. Нам пришлось бросить машину очень далеко, и мы уже минут 15 точно идем пешком. Вот. Ну, мы такие не единственные, здесь очень много народу, которые идут туда же. А здесь это где? Куда мы приехали? Мы так и не сказали. Сегодня уже третий день, как идет чемпионат мира по футболу, который проходит в России, в Москве в частности. И, наконец-то, выходной, солнышко. У нас, Сашка, выходной. И мы решили приехать на Воробьевы горы. Единственное, что здесь все перекрыто. Машину мы поставили где-то там. И уже минут 20 идем пешком. Но все равно ощущение праздника присутствует, потому что очень много людей с разных стран мира. Все разукрашены, все с флагами, все веселятся. В общем, атмосфера такая праздника, хоть я не футбольный фанат. Пойдемте с нами. Наконец-то мы приехали на Воробьевы горы. Да, на одной из самых известных смотровых площадок Москвы. И, кстати, здесь находится самая большая фан-зона. Поэтому плана четкого у нас нет, мы хотим посмотреть, присоединиться к этому празднику футболистов, фанатов, людей со всего мира. В общем, просто погулять и посмотреть, что же здесь есть интересненького. Пойдемте с нами. Просто обратите внимание, как она одета. И еще каблучки у меня. Я думаю, фанаты Сашка сегодня ее... маленький. Фанаты ее сегодня уведут. Нет, я никуда от тебя не пойду, поэтому пойдем. Футбол-то любишь? Да. Кто вчера играл? Аргентина, Португалия. Ха-ха-ха, Испания и Португалия. Ну я так сказала. Я просто на Роналдо смотрела, ребят, ну простите. А Роналду в какой команде? Португалия. Ну хотя бы это знает. Предлагаю посмотреть сначала главную смотровую площадку Москвы. Здесь с высоты 200 метров открывается классный вид на город, а потом пойдем в фан-зону. Как я уже сказала, Воробьевы горы – одна из самых известных смотровых площадок Москвы. Сейчас мы находимся на высоте 200 метров. И отсюда открывается классный вид на самый большой стадион России Лужники, также вид на комплекс Москва-Сити и вообще отличные виды на Москву. А внизу находится одноименный парк, ребят, где можно погулять. Сюда добраться будет интересно со станции метро Воробьевы горы, Красной Ветки. Вы выйдете прямо под мостом, и можно подняться сюда по пешеходным тропам, за минут 15-20 посмотреть вокруг красоту, либо когда-то будет готов фуникулер. Да просто позвоните мне и приедем на машине. Либо когда-то будет готов фуникулер, но сейчас он, к сожалению, не работает. А так его длина будет 737 метров. Пока его нет, идем дальше. Но самое главное сейчас, это, конечно, чемпионат мира. И мы с Сашкой хотим посмотреть самую большую фан-зону в России, которую сделали прямо, ну, так скажем, у подножия главного университета страны МГУ. Она огромная. Тут говорят, туда может поместиться 25 тысяч человек. Ну, не знаю, посмотрим, какой там вход, платный, бесплатный. Но что уже нравится, что повсюду есть полиция, что это безопасно, что очень много волонтеров, которые на разных языках объясняют людям, куда пройти. Есть бесплатные туалеты, это тоже очень хорошо. И плюс есть что посмотреть, где покушать и как классно провести время. Собственно, Саша, предлагаю идти туда. Давай, Россия, давай, 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 красиво, давай, Россия, давай. Очень прикольно. Здесь стоят волонтеры, направляют, через какой вход проходить. Входов несколько. И они смотрят, где поменьше людей, и корректируют вас. Поэтому это очень классно и удобно. Здесь нет очереди, нет толкучки. Ну все, ребят, вход, как вы сказали, бесплатный. Единственное, что, конечно же, на входе проверяют безопасность прежде всего. Сотрудники очень вежливые, очень все это происходит быстро, приятно. И ощущение прям, не то, что как будто ты не в России, но ощущение, что... Сборная из России, фанаты! Смотрите, какие веселые люди, молодцы! Welcome to Russia! Первое, что встретилось на пути, помимо ребят из Бразилии, это просто огромный павильон, магазин сувениров. Здесь, я так полагаю, сувенир на любой вкус. Единственное, не знаю, какие же там цены. Давайте идем на Солнце светит прямо в глаз. Ничего себе! Значит, Юлька... Пойдем посмотрим.
Какая очень интересная такая система, ребята. Здесь пропускают партию. Собирается толпа, чуть зеленый хоп, пропускают вот следующее. Ощущение, что что-то очень важно, раз люди стоят и ждут. Ну, посмотрим. Ой, ребят, пропускают. Ура, Сашку я потеряла. Вот, но сейчас найдемся. Главное зайти. Ой, стоп. Мне кажется, мой муж остался где-то там. А ты почему не зашел? Да я ж тебя ждал, ты сказал, подожди здесь, я стою, жду. Встань в следующую партию. Выбери мне пока футболочку. Да там быстро продвигается. Спасибо. Ну ладно, пока Сашка ждет, я вам немножко расскажу. Ну что первое бросается в глаза, это куча футболок, и над каждой надпись страны. Видимо, это футболки сборной разных стран. Швейцария, Коста-Рика, Сербия. Пойдемте в Коста-Рике. На этом я закончу, пожалуй. Короче, ребят, I'm sorry. Маечка из Коста-Рики стоит 1500 рублей. Надо было купить в Коста-Рике, было бы дешевле, я думаю. В общем, 2000 рублей стоит символ, как я поняла, чемпионата Волга Забивака. Маечка по 1500, кепочки по 1500. Надо прикупить себе кепочку в Бразилии. В общем, пока я жду Сашу, я выяснила, здесь, оказывается, представлена форма 32 сборных, ребят. 32 сборные, вы можете купить себе маечки, кепочки, еще что-то. Майки стоят в среднем 2000 рублей, кепки 1500, игрушки по 2. В общем, есть еще такие мячи. По-моему, они настоящие, есть сувенир. Стоит 9000. Но кто не хочет покупать такой дорогой матч, не расстраивайтесь. Здесь есть варианты за 1500, какие-то более-менее профессиональные за 2, есть маленькие мячики. В общем, правда написано, оплачивать можно только картой Visa. Пока не знаю, так лето, но попробуем выяснить. Саша, как ты прорвался? Расскажи. Не буду рассказывать. Это было тяжело и очень долго. Панама, Тунис, Англия, Сенегал, Колумбия, Япония, Россия, ребят, и наши тут есть. В общем, народу много, выбор огромный. Короче, кто фанат, ребят, обязательно что-то для себя найдете. Марокко, Иран. В общем, короче, у меня разбегаются глаза, и кроме мячика я пока не знаю, что я хочу. Ты патриот своей страны? Решил взять Россию? Да. Я россиянин, поэтому выберем российскую маечку. Еще подбираем. Какой интересный разброс цен. Мне сказали, в средней майке стоит по 2, но оказывается, по 2 стоит вот из такого материала, ребят. А если не из такого материала, который официально как играет сборная, они стоят 6000. Ну, это в среднем 2 или 6. Есть, конечно, майки по 2,5, по 3, но вот в основном вот такая система. Сразу смотрите на материал и понимаете, сколько вы за нее заплатите. 6000 за маечку. Что-то жаба душит. За 6 штук-то покупать. Маечку. В общем, пойдем дальше. Пойдем. В итоге маечку взяли не Саше, а мне. Вот такое поло за 3500. Взяли себе домой вот такой вот сувенирчик, взяли мяч и кое-что взяли для вас. Сейчас покажу. Скоро разыграем. Мы уточнили на кассе, действительно оплачивать можно либо картой Visa, либо наличными. Другие карты, там, систему платежного, карты и так далее, не принимают. Поэтому запаситесь побольше денежкой, здесь есть что купить, выбор огромный, все красивое, все суперское. Народу тоже много, так что, я думаю, недостатка покупателей здесь нет. Мы тоже прикупились, теперь я буду красивая в маечке Пола России. Всего доброго. До свидания. Ребят, смотрите, какой красивый пакетик, все это упаковывают, нарисовано Москва, написано что-то там типа 2018, но очень круто, очень приятно. Я рада, что мы немножко пошопили. Не успели выйти, такая прикольная штука, я не знаю что. Саша, ты видишь? Короче, здесь люди одевают какие-то надувные штуки, как типа эти бейсболисты или кто. Огромные тапки. И суть игры мне пока непонятна, но смотрится со стороны очень забавно. Они играют в футбол. Точно, они играют в футбол в гигантских тапках. Чего только не придумывают. Пойдем поиграем. Здесь повсюду установлены экраны, включая самый большой экран в России. Сейчас, мне кажется, по голове мячом дадут. И на всех них транслируют футбол. Это очень удобно для тех, кто не купил билеты на футбол, либо те, кто не поедет на футбол в другой город. Поэтому это очень круто. Можно сесть, найти себе местечко и все смотреть, так сказать, почти с первого ряда. Здесь, ребят, столько народу, все смотрят футбол, сидят на траве, сидят на специальных, принесенных с собой там половичках. Очень прикольные, забавные маски всякие, шапки на людях. Видимо, забили. Так, кто играет? Аргентина, Исландия. Короче, играют. Только что забили, ребята порадовались. Очень, очень весело, очень празднично. Такая разношерстная, веселая толпа со всех точек мира в одном месте.
Мне кажется, в таком месте даже тот, кто в футболе вообще ничего не понимает, ну типа меня, проникнется этим веселым праздником мировым, я бы сказала, будет радоваться, улыбаться и просто поддерживать футболистов. Поэтому я счастлива. Ребят, встретила ребят из Мексики. Вы помните, мы недавно вернулись из Мексики. Густа Руссия. Bastante. Muy bueno. В общем, им очень нравится Россия. Ребята приехали болеть. Muy beautiful. В общем, здесь... Простите. Очередь на ребят. I wish you win. I wish you good time in Russia. Они немножко понимают по-английски. Mucho gusto. Encantada. Gracias. Еще один гол! Молодцы, ребята. Кто забил-то хоть? За кого мы радуемся? Очень жарко, ребят. Конечно, все хотят пить. В принципе, достаточно много кафе и всяких мест, где продают водичку, но достаточно большие очереди. Так что желающих... Ой-ой-ой. Кроме того, я вижу, продают пиво, насколько читала, безалкогольное и алкогольное в том числе. Но все достаточно цивильно. Никто не буянит, никто ничего. Все сидят мирно и радуются. Еще здесь есть, ребята, несколько таких пунктов, где можно подзарядить ваш гаджет. Алле, Франция. Привет из Франции, ребяточки. Здесь еще болельщики из Франции. В общем, это очень удобно, и самое главное, ребят, это бесплатно. Сейчас покажу, как это выглядит. В общем, здесь в палатке стоят вот такие вот аппараты. Понимаешь, что как мини-сейф. Можно положить свой телефон, воткнуть зарядку, которая там уже есть, и, собственно, заряжать. Сейчас посмотрим поближе. Вот видите, есть такая зарядка на разные устройства абсолютно. Ну, абсолютно вот все варианты. Вы можете поставить свой телефон и зарядить. В общем, ребята, это очень классно сделано, очень удобно, и, я думаю, многим пригодится, потому что здесь люди постоянно с кем-то фотографируют, снимают видео, и телефоны, естественно, быстро разряжаются. Поэтому, кто будет здесь, пользуйтесь. Очень-очень хочется пить. Но каждому ларьку, даже не важно, в центре он или нет. Пойду узнаю, можно ли по карте? Стоит большая очередь. Сейчас мы выясним, можно ли оплачивать картами, потому что наличных у нас с собой уже нет. Вот. Ну, как видите, очередь огромная. Поэтому, если есть возможность... наверное, сюда не пустят с едой и напитками, насколько я читала. Но поэтому запасаемся терпением, стоим в очередь и покупаем. Ну? Карточками можно тоже только визой, но почему-то здесь очень плохой интернет, говорят, и очень долго проходит платеж. Поэтому очередь такая большая. Все иностранцы расплачиваются картой. Понятно. Ну что, тогда поехали. Поехали. Все, вышли мы из фан-зоны, ребята. Ну что могу сказать, работа практически круглосуточно. Как нам объяснили, она подстроена под матчи. То есть с первого матча до самого последнего, до 9, 10, 11, 12, сколько там идет футбол. Что важно, на территорию нельзя проходить с большими сумками, с колющими режущими предметами. Нельзя на самокатах, роликах, велосипедах. Все это можно сделать бесплатную камеру хранения. Вот. И, в принципе, пройти без паспорта, без документа болельщика может войти любой бесплатно. Ну и на машину сюда приезжать тоже не нужно, потому что парковаться негде, здесь все перекрыто, машины остаются очень-очень далеко, пешком идти далеко, но это не самое важное. Самое главное, нужно сюда приезжать с друзьями. Здесь пиво, здесь классная атмосфера, куча экранов. Здесь, здесь очень круто. Просто берите своих друзей и все сюда. Да, ребята, чтобы добраться сюда на метро, есть два варианта. Либо вы приедете на станцию метро Воробьевы горы и выйдете внизу по указателям Воробьевы горы, улица Косыгина, окажетесь у реки. И тогда вам нужно будет подняться наверх смотровой площадки по специальным пешеходным тропам. Фуникулер пока не работает. Либо приехать на станцию метро Университет и также минут за 15 дойти сюда пешком и окажетесь наверху. Собственно, как с Сашей шли практически мы. В общем, побывать здесь стоит, пока все это мероприятие происходит. Если вы в Москве, приезжайте, погуляйте, посмотрите, атмосфера дружелюбная, классная, очень много иностранцев, все друг с другом фоткаются, все веселятся, покупают сувениры. В общем, я очень рада. Этот мячик на память поедет моему племяннику. Артем, это для тебя. Все, ребяточки, а мы с вами на сегодня прощаемся, но на этом мы не заканчиваем наши выпуски о Москве. Мы решили показать вам наши самые любимые места в нашем городе. Раз уж пока мы никуда не улетаем, остаемся здесь, пока работа, будем снимать и показывать Москву. И вы будете ходить вместе с нами. Все, пока-пока, мы вас любим. Всем пока. По скриптум.
что очень хорошо, оказывается, Все здесь... подарки остаются мне. Ну нет, Саша, не о том я Ну, а хотела какой сказать. по скриптум? По скриптум должен быть приятно. Так вот, ребята, это приятно по скриптам. Оказывается, здесь ходит бесплатный шаттл-бас каждые 10 минут от станции метро Воробьевы горы, красная веточка, и Ленинский проспект, оранжевая веточка, сюда до фан-зоны. И, соответственно, обратно тоже. Повсюду стоят волонтеры с указателями, где находится остановка. Это бесплатно, это удобно, достаточно часто они ходят, поэтому вам даже не придется идти пешком от метро. Но у нас где-то там стоит машина, поэтому Вот. мы шаттлом-басом А воспользоваться не Юля сможем. натерла уже ноги. Я ей говорил, поехали на метро, быстрее будет. Но самое главное, у меня эмоции потрясающие, хоть я, повторюсь, я не фанат, в футболе мало что соображаю, но я умудрилась проникнуться атмосферой всеобщего празднества. Приятно, что люди с разных точек мира ходят, улыбаются, фотографируются друг с другом, общаются. Это, ребят, здорово. Вот побольше таких мероприятий, поэтому повторюсь еще раз, я не жалею и всем рекомендую, обязательно приезжайте. Как вы уже знаете, мы недавно вернулись из Центральной Америки, и сейчас мы ощутили снова. Колорит, очень много мексиканцев, Испанский язык. испанцев, очень круто. Ну, на этом точно все, вроде сказала все. И последнее. Ой. Прежде чем идти туда, ребяточки, по дороге очень много точек, где рисуют флаги на лицах. Обязательно рисуйте себе что-нибудь, это стоит от 100 рублей до 300 максимум, и идите в фан-зону подготовленным, не то что Юлька. Вот, а теперь точно, пока-пока. Пока. Давай, Россия,